Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет потрясающе интересная работа. Как обычно, будем экспериментировать, будем делать две разных руки, поэтому одну руку вы сегодня видите, а вторую руку угадайте в комментариях, что же на ней будет. Как обычно, подготавливаем ногтевую пластину, и сегодня я решила попробовать новую для себя фрезу корондовый конус, и действительно мне очень понравилось. Обратите внимание, как прикольно работает эта фреза. Мало того, что она вычищает птриги, она еще и сразу поднимает юбочку кутикулы, ее остается только срезать любым удобным для вас способом. Единственное, конечно, нужно слегка приноровиться для того, чтобы вот этот вот остренький край фрезы не царапал по коже, потому что тоже бывает, он оставляет ранки. Я на себе, когда первый раз пробовала, у меня получилось несколько косяков. Сегодня ноготки мы с вами будем делать гелем средней вязкости. Это материал, который помогает нам в работе. Он сам по себе подтягивается, выравнивается, формирует красивый кругленький ноготочек с бликом. И поэтому, в принципе, в этой технике можно работать без опила. Но, как вы знаете, опиливать я люблю и все равно буду. Но если вы не любите, то вполне возможно просто выложить ноготочек и в таком виде его и оставить. Как обычно, ссылочки на все используемые материалы ищите в описании. И, как я говорила, опиливаем ноготочки. Самое главное — собрать тот материал, который при полимеризации опускается немножечко в бока. Вот именно эти бока я и собираю, сгоняя их на верхнюю арку. Черновой опил произвожу фрезой, а начисто уже допиливаю пилочкой. На самом деле опил 10 ногтей у меня занимает максимум минут 15. За это время как раз клиентка выбирает у меня цвет покрытия, выбирает дальнейший дизайн, поэтому ей есть чем заняться, и мне эти 15 минут нужны как раз таки для общения со своим клиентом, и в это время я подпиливаю ноготки. Конечно же, оформляем внутреннюю арочку, выпиливаем лишний материал, и эта клиентка безумно боится этого процесса. Всегда, каждый раз на коррекциях мы с ней вот в этом месте начинаем перетягивать руки. То есть она тянет на себя, я тяну на себя, кто победит, тот и виноват в этом сам. А у вас есть такие клиенты, которые боятся, когда им ногти изнутри выпиливают? Если есть, ставьте плюсик в комментариях. Мы же тем временем начинаем вытворять, покрываем ногти черным цветом. Если у вас черный такой же замечательный, как и у меня, и покрывает в один слой, то можно в один слой покрыть и больше уже не заморачиваться, как мы в этот раз и сделали. Это опять же экономит вам время на общем времени процедуры. Потом покрываем матовым финишем и на мокрый матовый финиш устанавливаем фольгу. В данном случае получается следующий процесс. Финиш у нас полимеризуется, вместе с ним полимеризуется вот этот вот цветной слой фольги. И когда мы снимаем потом бумажечку, у нас цветной слой остается на ноготке, бумажечка в руках.
Но в данном случае мы немножечко накосячили. Я забыла, как правильно делать эту технику, вернее, я забыла про нюансы этой техники. А вам я сейчас напомню, что фольгу при установке нужно очень хорошо утоптать в финиш, чтобы не осталось никаких пузырьков воздуха между фольгой и топом. Иначе получится, как у меня. Я просто установила, просто положила сушиться, не притоптав хорошенечко. И когда мы снимали фольгу, на этих пузырьках цветной слой не отпечатался. Поэтому в этом моменте немножечко внимательно. Видите, я прижала немножечко в одном месте, во втором, в третьем, а полностью по всей фольгушечке прижимающими движениями, к сожалению, не прошлась. И вот они получились небольшие пузырики. Остатки фольги, которые выходят за пределы ногтя, убираем пилочкой и фольгу перекрываем глянцевым топом, потому что фольгу нам нужно тоже обязательно запечатать, иначе она сотрется. Ну и, собственно говоря, поскольку мы таки накосякали, то теперь наша основная задача спрятать наши косяки. Чем будем прятать? Будем прятать их в прорисовочку. И какие же элементы могут выручить нас в любой непонятной ситуации? Конечно же, вензеля. Итак, очерчиваем нашу зону для фольги и прорисовываем вензеля поверх нашей фольги для того, чтобы припрятать изъяны. И после добавления прорисовки дизайн становится просто великолепным. Клиентка в этом месте прыгала до потолка, возможно, она где-нибудь в комментариях отпишется, как ей ходится с этим дизайном, поэтому можно будет ее там найти. Она смотрит мой канал, я знаю. Но в данном случае при рисовании вензелей основная наша задача не закрыть полностью золото. То есть золото все-таки должно остаться. Оно нам дорого, как память. В принципе, как обычно, можно было уже остановиться и так, но нам показалось маловато, дорого, богато. Мы решили добавить еще стразиков. Стразики я решила прикрепить на матовый топ. В этом случае для того, чтобы не осталось глянцевого финиша вокруг стразиков, я решила сразу же использовать матовое покрытие для крепления страз. Но когда мы используем матовый топ в таком объеме и поверх страз, бывает такое, что он попадает на стразики, и стразики плохо блестят. Поэтому здесь учитывайте этот момент. Я, например, слегка пожалела о том, что я выбрала именно такой метод крепления. Лучше бы я закрепила все-таки на глянцевый финиш и пробежалась бы матом по контуру для того, чтобы скрыть какие-то глянцевые следы. Ну и вообще, когда мы кроем матом ногти, это довольно-таки замечательный процесс, очень вдохновляющий. Матовое покрытие всегда смотрится очень благородно, но с ним существуют вот такие вот небольшие нюансы, которые нужно просто учитывать. Хотя, с другой стороны, если бы вот эти вот бульонки я бы раскладывала на глянцевый топ, то фигушки бы два у меня получилось бы его потом припрятать. Поэтому в данном случае для крепления бульонок матовый топ все-таки подошел лучше.
Остальные пальчики просто кроем матом, и на этом, в принципе, все. Дизайн у нас готов. Надеюсь, вам сегодня понравилось. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк этому видосику. Мы же с вами встретимся на второй руке этой клиентки. Жду ваших вариантов в комментариях. Всем до новых встреч. Пока!